Так как впитываемость очень большая, и то еще попробуй руками все это. Я наношу сейчас больше. Этот слой у меня прошлифован. Это лампа, бюджетная лампа, проявочный свет. У них расценки будут абсолютно разные за квадратный метр. То вам никто в жизни никогда таких денег не заплатит. Всем привет, вы на канале Основы ремонта. Сегодня у меня последний суперфинишный слой перед покраской. Здесь зашпаклеваны все швы саморезы и нанесен довольно толстый первый слой шпаклевки вот такой. Я уже говорил в других видео, что я работаю таким вот даногипсом, бывший шитрок. Ну, по крайней мере, во-первых, в нашем городе это доступный вариант шпаклевки, то есть в любом магазине ее можно купить, это тоже важный момент. Ну, а второе, она в принципе мне нравится, как она наносится, как она шлифуется. У меня к ней претензий нет. Хотя не суть, можете работать с шпаклевками, какие вам нравятся. Этот слой у меня прошлифован. Зашлифовал я его 220-й наждачкой. Не грунтовал, просто поубирал влажной губкой пыль. То есть обеспылил поверхность. Наносить шпаклевку буду валиком таким. Я тоже уже про него рассказывал. Это Харди польский. 250 мм его ширина. Ну и шпателек, шторх метровый. Это не реклама, а просто в нашем городе это доступный вариант шпателя. То есть не надо ждать, не надо заказывать, можно поехать в магазине купить. Есть и другие хорошие шпателя от других производителей, но, к сожалению, в городе в Новороссийске, где я работаю, это только все заказные позиции в основном. Ну и давайте сейчас начну шпаклевать, и как всегда, без каких-то там монтажей видео, просто вот реально как оно происходит на деле. Поэтому видео может чуть-чуть затянется, но я думаю, что это как раз таки большинству людей интересно посмотреть сам процесс, а не только когда вам показывают красивую картинку, как все четко, красиво все получается. Шпаклевка, кстати, разведена достаточно жидкая, ну, вот примерно такая, может видно. Можешь подойти ближе в ведро, показать, пока я буду наносить. Сейчас я тоже окуну валик, чтобы, может, будет вам так лучше видно. Так, наношу аккуратно, потому что у меня везде вот эти все стены, они уже зашпаклеваны и зашлифованы, поэтому задача как бы их тоже не испортить, не подзасрать шпаклевкой. Поэтому наношу очень осторожно, чтобы валик сильно не брызгал. А, кстати, еще забыл сказать, сейчас я отверну основной свет. Это лампа, бюджетная лампа, проявочный свет от Лосева Ультра Про. С моими задачами на объектах, на которых я работаю, вполне достойно она справляется. У меня к ней вопросов нет. Хотя некоторые блогеры строительные, особенно профессионалы, ну, ее там подшучивают, подсмеиваются над ней. Ну, тут знаете как... Ну, что по бюджету, то и берете. Конечно, какой-нибудь скан-грипп взять там за 30-ку с треногой, вопросов нет. Может, я себе ее тоже когда-нибудь приобрету. Но пока есть и другие заботы по жизни. Так, наносить я буду где-то по метру, потому что шпатель у меня метровый. Так как впитываемость очень большая на негрунтованное основание, поэтому, чтобы шпаклевка не пересохла, буду небольшими отрезками по метру я все это делать. Так, и еще один момент, почему не с палки. Можно было с палки, да, вот некоторые бы подумали наносить. Но здесь на самом деле развернутый угол, поэтому попасть в него с палки довольно сложная задача. Поэтому наносить только, снимать только вот со стремянки, уже четко руками буду вставлять в угол. Других вариантов в данном случае нет. И то еще попробуй руками все это попади с первого раза нормально. Я думаю, хорошо видно качество сразу с протяжки. В этом и заключается смысл применения вот таких больших шпателей. Так, ну, может здесь, конечно, задираться шпаклевка, но это не очень страшно, то есть когда мы слой на слой накладываем. Сверху я стянул и снизу.
такие полосочки, но они еле заметны, и под любой свет ничего этого видно не будет. Под свет, ну, который будет уже освещение. А тем более у меня здесь будет вообще точечные светильники на потолке, поэтому этого видно вообще никогда не будет. Шлифовку я снимать не буду, но я вам расскажу. В данном случае, данный потолок, шлифовать я уже буду 320-м гранатом фистуловским сеткой. Можно, конечно, поменьше, покрупнее, точнее, наждачку ставить. Но я как бы не хочу рисковать, потому что у меня здесь и так очень тонкий слой шпаклевки получается на гипсокартоне. И я, если честно, немножко боюсь, чтобы ее не перетереть. Поэтому вот буду 320 делать. Про шлифовку у меня просто уже есть несколько видео на канале. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Принцип тот же. Буду жирафом все это шлифовать. Все углы примыкания, естественно, дорабатываю вручную, но уже 220 наждачкой буду работать. Если честно, я почему-то у нас тоже не нашел. Вот Мирка есть в рулончике такая специально 115 мм шириной она. Почему-то 320 я не нашел. Самая мелкая вот 220. Может, есть заказная позиция. Ну, в принципе, и 220 со своими задачами справляется, риску от нее практически тоже не видно, даже на проявочный свет. Так, ну здесь я, наверное, нанесу побольше шпаклевки, чтобы где-то на 1,5 протяжки, чтобы было до окна, чтобы не достать. Кстати, напишите в комментариях, я вот думаю по поводу камеры, на которую снимаю, достаточно ли хорошо она передает вам картинку. Так, по нанесению какие еще моменты есть? Ну, вы смотрите, валик, в принципе, позволяет вам наносить любой слой. Вот, то есть, ну, чем тоньше вам надо, тем, соответственно, вам просто больше нужно его раскатать по поверхности. Чем толще, значит, делаем гуще шпаклевку, ну и меньше ее раскатываем. Я наношу сейчас больше, чем мне нужно на самом деле. Я вот просто лишнее даже буду снимать. Поэтому тоже нужно планировать, рассчитывать. Вот сейчас вот раскатаю так поболее по поверхности. Более или менее ровнее ее распределю. Здесь тоже стыки будут, не страшно. Без этого не обойтись. То есть мы так не сможем сделать, чтобы прям без вот этого стыка. Здесь уже шпаклевка подсохла, а здесь она мокрая. В любом случае сейчас какое-то соединение у меня здесь получится. Так, ну и шпатель. Вот сюда сейчас снимаю, я сейчас покажу один момент. Вот после того, как я протянул, шпатель полежал, шпаклевка подсохла. С лезвия ее убираю. Иначе вы сейчас потянете и полоски будут 100%. Поэтому лезвие вот так протереть. И можно... Кстати, ну до угла, обратите внимание, я не наносил шпаклевку, потому что я ее сейчас вот то, что на шпателе, буду переносить выше. И тем самым, ну, чтобы валиком получилось бы все равно на соседнюю плоскость бы залез. Поэтому такие тоже нюансики. Но я думаю, что ребята, те, кто шпаклюют, понимают, о чем я говорю. Ну а для новичков, конечно, еще до хрена чего надо понять. Для начала купить такие шпателя и попробовать ими поработать. Возможно, не всем понравится с первого раза работать таким шпателем. Но мне, допустим, такие шпателя зашли буквально сразу. Как только я первый шпатель купил, попробовал чуть-чуть, и все, я понял, что как бы ручничком 45-м, 600-м работать можно, это тоже мои любимые шпателя. Но на больших плоскостях, вот допустим, почему здесь? Здесь нет ни одного провода, мне ничего не мешает. Поэтому здесь очень удобно. Вот если покажи на потолок, вот этот потолок, где
отверстие на отверстие, где лампочки. Там я уже, конечно, работал 45-м и 600-м одноручкой. А здесь вот это получается косой потолок, косая часть потолка. Мне здесь вообще ничего не мешало. И можно было спокойно отработать метровым шпателем без проблем. Так, сейчас лишнее сниму. Вот, тоже ворса от валика отскакивает. Такое бывает. Убирайте сразу, потому что при шлифовке она потом может вывалиться и останется у вас там писяга. На проявочный свет очень хорошо тянуть. Видно практически все. Так, вот тоже писяга. Я думаю, что в таких моментах лучше протянуть полностью. Так, в комментариях тоже задавайте вопросы. Я не могу знать, что вас интересует. Так, я просто рассказываю то, что меня когда-то интересовало, какие-то вопросы. И зачастую я не знаю, может что-то еще вам интересно будет услышать. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Хоть времени особо нет читать комментарии, но все равно стараюсь комментарии практически в любое свободное время прочитать то, что люди пишут, что они спрашивают, что интересно услышать. Интересные вопросы тоже, допустим, мне по расценкам задают. Ну, здесь, знаете, такой ответ тоже у меня будет, я думаю, достаточно правильный. В разных регионах, потому что будут разные цены. Вот простой, да, ответ. Где-то парниша, где-то в деревне, да, живет и работает, там, по соседям ходит, шабашит. Ну, о чем мы можем там, о каких расценках можем там говорить? Или чувак где-нибудь на премиум отделке в Москве работает. У них как? У них расценки будут абсолютно разные за квадратный метр. Кто-то будет за 100 рублей стену шпаклевать, а кто-то будет за 3000 ее делать. Ну и, соответственно, и качество будет тоже разное. Поэтому, я думаю, такие вопросы ну, нет смысла задавать. И не только мне, я смотрел и у других блогеров в комментариях спрашивают, а почем квадрат? Да я думаю, что вам никто не ответит на этот вопрос, потому что, ну, смысла нет. Если там какой-нибудь, да, ну, то у нас там из продвинутых чувачков, там, другая малярка есть канал, потом, там, допустим, у Рувима. Это совсем другой уровень, ребята работают на другом уровне. На нашей планете, правда, но на другом уровне. Ну, у них там свои цены. Это не значит, что если вам скажет, что он работает за 3500 квадрат по пирогу малярки, то вам никто в жизни никогда таких денег не заплатит. Ну, это так просто между делом я вам рассказал. Ну, собственно говоря, вот посмотрите ближе. Дай-ка я сам сниму. Вот, сами видели, что я без монтажа, без ничего, вот показывал, как есть. Сейчас попробую на свет показать. Может, так камера больше сфокусируется. В общем, делает практически сразу все четко, все в идеал. Есть единственное места, когда я тяну сверху, потом снизу подстыковываюсь, да, есть там небольшое наслоение. Вот сейчас, может, вам отсюда будет лучше видно. Вот оно. На самом деле, да, это на проявочный свет оно кажется якобы большим. Но это микро-микро наслоения, они сотрутся очень легко, 320 наждачка, вообще без проблем. Я думаю, принцип нанесения и протяжки вам понятен. Как всегда, за работу ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.